Теперь давайте более целенаправленно поговорим о том, что такое переменные, как их использовать. Для создания переменных есть определенное количество правил. Первое, что мы должны знать о том, что переменные они состоят из идентификатора и значения. То есть, когда мы создаем x равно 10, то вот эта часть, собственно, x, это и есть идентификатор этой переменной. Собственно, есть его значение. Есть определенные правила создания этих идентификаторов. Идентификатор не может начинаться с цифры. Если мы хотим, 2 days, допустим, 2 дня, такую переменную, то нам выдаст сообщение об ошибке, о том, что нельзя начинать с цифры. Из разрешенных знаков на самом деле можно даже использовать русские буквы для названия переменных. Не всегда это будет работать. И на самом деле это очень плохая практика. Поэтому просто-напросто никогда не используйте не латинские символы для названия переменных. Хотя, в общем-то, язык это позволяет. Почему это нельзя делать? Потому что люди работают в разных кодировках. Иногда, если вы будете заливать свой скрипт куда-то на другую операционную систему, то, скорее всего, вы столкнетесь с ситуацией, когда это просто придется все это переписывать. Поэтому давайте нет, никогда ни в коем случае не используйте символы, кроме как латинские в названии переменных, хотя, вы видите, язык на самом деле это позволяет. Есть еще определенный список ключевых слов, которые нельзя использовать для имен переменных. Сейчас я использовал ключевое слово and. Что такое ключевое слово? Дело в том, что язык, он состоит из правил. Когда мы вводим какой-то текст, то он распознается. И когда мы вводим текст этой программы, то интерпретатор, он пытается разобрать, и он пытается понять, что перед ним, в общем, написано. И есть некоторые слова, ключевые так называемые, которые обрабатываются специальным образом. В сам язык, на самом деле, встроена возможность получения этого списка. Он не очень большой, и на самом деле, по-моему, он даже со временем, как минимум, не сильно увеличился, и мне кажется, он даже уменьшался. Это список ключевых слов. Сам этот модуль, я не думаю, что он когда-нибудь вам понадобится особо. Слово import, по крайней мере, мы можем его здесь найти, это является ключевым словом. False, none, true, and, assert, async, await и так далее. Все эти слова, их нельзя использовать в качестве имени переменной, потому что они имеют особое значение в языке. Если вы попытаетесь создать переменную с этим именем, то у вас интерпретатор ругнется и выдаст вам сообщение о том, что смотрите, вы пытаетесь использовать какое-то ключевое слово языка в качестве имени переменной, а я знаю, что это ключевое слово значит что-то другое, и значит, вы взрываете синтаксис, и мой обработчик не позволяет это все. Есть некоторые такие моменты, связанные с дополнительными символами, которые можно использовать. Допустим, мы хотим girl, не знаю, если тут какая-то программа, и мы хотим имя Василиса использовать. Это имя девочки, второй девочки, я не знаю, где у нас первая, и у него есть значение. Правило такое, можно использовать латинские символы, знак подчеркивания и цифры, и все, и больше другого нельзя. Есть большой соблазн в какой-то момент, я не знаю, допустим, назвать, мы хотим размер налогов назвать 5%. К сожалению, это ошибка, и нельзя использовать такое выражение. Нам надо будет назвать tax 5%. Такой переменной у нас нету, но мы можем создать ее 0,5. Так. Частая ошибка новичков, думая, что у вас нету шансов ее избежать,
это случайно использовать символ S вместо латинской буквы C. Давайте one, допустим, напишем. И у меня сейчас специально включен шрифт, который позволяет увидеть эту разницу. Тут давайте еще чуть побольше увеличу размер шрифта. Вот тут видно, что кириллические символы, они такие как бы потоньше, чем латинские. Вот здесь особенно это видно. Дело в том, что у символа они вот выглядят практически одинаково. И если мы возьмем, откроем какой-нибудь другой редактор, ну, допустим, вот C вводим и вот русское C. Они похожи, практически одинаковые, то есть невозможно их различить. В другой программе не видно этой разницы. Вот, скорее всего, у вас будет такая ситуация, когда вы введете русскую букву S вместо латинской буквы C. Может быть, даже стоит просто отказаться и не использовать это в качестве имени переменная. Вот такую одну букву именно вот для конкретно этого случая. Есть специальный способ узнать код символа. Вот это латинский, а это русский. Видите, у них разница. Это номер в специальной таблице символов, номер, который соответствует букве C и букве S. И вот в этой таблице символов абсолютно разные номера, хотя выглядят они одинаково.